Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры проекта. Сегодня будем говорить о Тайване. Возможно ли война с Тайванем? Зачем она нужна Китаю? И к чему это приведет? Может ли это грозить реально Третьей мировой или ядерной войной? Перед тем, как говорить о Тайване, надо отметить, что уже в феврале прошлого года я эту тему поднял. Ряд факторов дали мне основания сделать выводы о том, что Китай и Соединенные Штаты после локдаунов 2020 года отношения их настолько напряжены, что из холодной войны они могут перейти в горячую фазу. Большинство не согласилось. А уже сегодня, спустя 1,5 года, командующий Индотихоокеанскими силами Соединенных Штатов заявил, что в ближайшие 6 лет, вероятно, операция Китая по освобождению, по присоединению, или как вам больше нравится называть, Тайваня. То есть уже официальные лица на полном серьезе в публичном сфере говорят о том, что такая война возможна. А то, что касается ядерной ударов, ядерной войны, то, о чем я говорил, что мир перешел из мирной фазы глобального американского порядка в фазу определенного раскола и возможности использования ядерного оружия, об этом очень ярко говорит стратегия британских вооруженных сил, которая была опубликована вчера на ближайшие 30 лет и которая подразумевает рост ядерного потенциала Британии выше 50%. То есть Британия сделала ставку на увеличение ядерного потенциала и возможности его применения. То есть это уже не публикации в СМИ, не заявления публицистов, экспертов и даже политиков, а уже представителей вооруженных сил, что ярче любого факта демонстрирует рост угрозы ядерной войны. Но, тем не менее, вернемся к Тайваню, такому интересному политическому образованию в Восточной Азии. Перед тем, как рассуждать о том, зачем Китаю Тайвань и каким образом он будет присоединяться к материковому Китаю, следует несколько слов рассказать о самом Тайване. Это государство с 24 миллионами населения, остров непосредственно в 150 километрах, находящийся к морскому побережью материкового Китая, в частности провинции Фуцзянь, который долгое время, 17 лет, работал Си Цзиньпин. Остров стал де-факто независимым государством после ухода на территорию острова национальной партии Китая. Ее по советской привычке ругают некрасивым китайским словом гоминдан. Это нацпартия в противовес Компартии. И долгое время, да я думаю, что и сейчас, Тайвань рассматривается США и их союзниками как опорная точка для осуществления вторжения на территорию Китайской Народной Республики и возвращения иного политического режима на территории нынешней Китайской Народной Республики. Тайваньские вооруженные силы рассматривают китайские вооруженные силы как враг номер один. И если к этому добавить важное дополнение, это то, что Тайвань является и идеологическим определенным зеркалом, альтернативой, социально-экономической альтернативой жизни на материке. То есть для многих китайцев состояние жизни в Тайване, не только, кстати, в нем, долгое время Гонконг был таким зеркалом, и Сингапур, который, по сути дела, является китайским государством. Вот Тайвань является такой, скажем так, альтернативой китайскому пути развития, и это очень серьезная идеологическая проблема для Китайской Народной Республики, которая, в принципе, не может жить так, как тайваньцы живут в среднем 2-3 раза лучше, чем средний китаец. Это связано с тем, что Тайвань – это государство, которое имеет максимальные преференции в торговле с Соединенными Штатами, Японией и так далее. И, в принципе, может позволить себе жить очень с высоким показателем ВВП на душу населения. То есть США и их союзники сделали из Тайваня определенную витрину для материкового Китая, чтобы население материкового Китая имело какую-то альтернативу власти коммунистической партии и тому строю, который построен с 1949 года. То есть это не только военная, но это идеологическая некая база для западного мира, которая показывает, как могут жить китайцы при условиях западного контроля. То есть это определенное влияние на саму КНР оказывает.
И в связи с этим у Китая воссоединение с Тайванем является важной целью в создании единого китайского мира, просто создании единого Китая. Таким образом, чтобы ситуация обстояла в китайском мире только с наличием одного государственного образования, Китайская Народная Республика, и отсутствие иных государств, которые бы себя де юре провозглашали как китайскую. Вот напомню, что Сингапур очень интересную стратегию избрал, имеет индийское название, индоевропейское, при этом имеет тесные связи с Англией, Великобританией, при этом реально руководит, и большая часть населения в нем китайцы. Тем не менее, себя не позиционируют как некое альтернативное китайское государство, хотя де-факто являются им, и многие смотрят, в том числе Дэн Сяопин, смотрел на Ли Куан Ю как некий образец для реформ в Китае. Тем не менее, Тайвань себя такую функцию берет и до сих пор не отказался от возможности того, чтобы оставаться единственным китайским государством и в какой-то момент, возможно, заменить Китай, хотя это уже такая достаточно старая повестка, она сейчас не постулируется, ушла в глубокое прошлое. Новая повестка в Тайване – это то, что Тайвань и правящая сегодня демократическая прогрессивная партия Тайваня хочет объявить независимость. Фактическую независимость и выйти из консенсуса 1992 года. Консенсус 1992 года – это договоренности между руководящим группой, тогда это была шанхайская группа, руководящая в Коммунистической партии Китая, и тогда у власти находилась тоже, соответственно, национальная партия Гоминьдан, которая очень тесно связана еще со времен шанхайской группы с Чжоу Энлаем и иными, соответственно, представителями шанхайской группы о мирном воссоединении Тайваня. Да, и в одном ключе, потому что при шанхайской группе Китай стал сильно более правым, и, соответственно, уже идеологические разногласия между госкапитализмом тайваньским и китайским, они фактически стерлись. Так вот, нынешняя правящая партия, она является оппозиционной к нацпартии Китая. Она выступает против воссоединения с Китаем. И этот процесс, это политическое движение, когда хотят страну переименовать из Республики Китай в Тайваньскую республику, то есть, по сути дела, объявить о существовании некого этноса, отличного от китайцев. Вот эту политику Китая называют сепаратизмом. И грозят Тайваню, и не безосновательно, что этот акт сепаратизма приведет к войне. То есть это постулирование независимого, отличного от китайцев этноса, который может запустить цепную реакцию сепаратизма в южно-китайских субэтносах. Об этом достаточно подробно я пишу в книге. Это, собственно говоря, и является методологической основой исследования. Так вот, эта цепная реакция, чтобы ее предотвратить, будет военная операция. Нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь, женщина, хакка, представительница малого южно-китайского этноса, находящаяся второй уже срок у власти. Ее полномочия заканчиваются в 2024 году. Соответственно, до 2024 года автоматически с Байденом примерно она будет править примерно одинаковый срок. Вероятность того, что такое действие будет произведено, изменение в Конституцию, принятие нового названия, отсутствие отказа от интеграции с материком, они очень вероятны. То есть, и действительно, если мы говорим о конкретике, да, о конкретных факторах, которые влияют на рост вероятности реальной военной операции, это именно сейчас нахождение у власти Демократической партии США и Демократической прогрессивной партии Тайваня. То есть, это братья-близнецы или сестры-близнецы, да, которые действительно правят, имеют очень тесные связи. Показателем этой тесной связи между Демпартией США и Демократией ДПП китайской является то, что впервые за все время с момента признания Китая единственной страной, которая находится в ООН и в Совете Безопасности. Раньше это была Китайская Республика, Тайвань, правительство Чан Кайши. Так вот, впервые с этого момента на инаугурации Байдена официально была приглашена представитель негласного тайваньского посольства в Китая. То есть, это очень важный знак, что партии между собой очень дружат, и администрация Байдена будет продолжать курс на тесное, еще более тесное сотрудничество с Тайванем, чем это было при Трампе.
Да? И, соответственно, вот этот фактор, когда Демократическая партия США имеет тесные, негласные, длительные связи с Демократической прогрессивной партией Тайваня, это, очевидно, вот одно из оснований усиления их отношений и то, что Демпартия США будет форсировать процесс такой, скажем так, форсировать процесс такого признания Тайваня и, как следствие, роста сепаратистских настроений именно уже в среде самих китайцев, южно-китайских этносов. Почему? Потому что если тайваньцы, это в основном Демократическая партия прогрессивная Тайваня опирается на Хакка и Миннань, это коренные населения Тайваня, а, соответственно, нацпартия это пришлые чиновники Гоминдана из Шанхая, из Пекина и так далее, северяне по большому счету, хотя, конечно, не все, но если будет признание тайваньцев как нация, как отдельное, значит, государство, и по-китайски это будет так же, как и отдельная нация, как отдельный этнос, то автоматически это запустит вопрос о признании субэтносов гуандунцев, хунаньцев, фудянцев и иных субэтносов, которые проживают на территории Китая. То есть это отрицательная динамика для китайского единства. Важно отметить, что между ДПП и Нацпартией Китая существуют очень глубокие противоречия. Достаточно отметить тот факт, что когда к власти в Китае, на Тайване в очередной раз пришла нацпартия, президент Чэнь Шуйбянь получил пожизненный, бывший президент Демократической прогрессивной партии Тайваня, получил пожизненный срок. То есть противостояние между двумя партиями носит очень жесткий характер. После прихода оппозиционной силы всегда предыдущая сила пытается фактически уничтожить лидеров предыдущей правящей партии. И война это не на жизнь, а на смерть, и носит противостояние очень острый характер. И действительно, это очень важный фактор, когда мы будем говорить о следующем важном факторе, который будет уже касаться техники непосредственно военных действий, а именно о гибридной войне. То есть для гибридного противостояния созданы в Тайване все условия. Существует огромная группа элиты и поддерживающего, самое главное, население многомиллионное, которое готово и голосовать в референдуме, и создать некий костяк правления во время китайского воссоединения с материком. И эти элиты, они поляризованы, и эти элиты знают не понаслышке трагические истории реально террора. То есть, когда нацпартия во главе с Цзян Цзиньго, сыном Чан Кайши, устраивала де-факто определенные достаточно мощные репрессивные кампании в отношении вот вышеуказанных местных элементов. То есть, вот это уже Тайвань проходил, и ничто не останавливает его от повторного такого, может быть, в новом качестве, в новом свете прохождения подобного характера сценария политического и этнического контроля над оккупированной или воссоединенной территорией, кому как больше нравится, да, называть этот процесс. Второй очень важный фактор, непосредственно кроме прихода к власти Демократической партии США, это отношение самого Си Цзиньпина и отношения материкового Китая и, соответственно, Соединенных Штатов. Еще до прихода к власти в Соединенных Штатах Байден, глава Демократической партии, кандидата Демократической партии США, назвал очень четко Си Цзиньпина многократно в своих речах головорезом, то есть убийцей, причем массовым. То же самое, как Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. При этом непосредственно, когда говорилось о отношениях Китая и США, Байден, в одном из роликов я изучил эту проблему более детально, действительно Китай ставит на Байдена, самим США, к самим Китаю Байден относится очень
дружелюбно, имеет свои интересы, его семья имеет там интересы. И, собственно говоря, Демпартия является бенефициаром интеграции китайско-американской, а Си Цзиньпин не является. Да? То есть в связи с этим говорить о том, что Си Цзиньпин и Байден имеют какие-то отношения, ну, это может только умалишенный себе позволить в данный момент. Ну, если кому-то кто-то ждет, когда начнутся бомбежки, ну, он дождется, но уже тогда, наверное, будет поздно делать какие-то решения и выводы, уже факт будет налицо о физическом открытом противостоянии. То есть администрация Байдена ставит вопрос о сносе администрации Си Цзиньпина и готова работать с его политическими оппонентами, в том числе и в первую очередь с группой комсомола, которую возглавляют самые такие одиозные лидеры Ли Кэцян, Ху Чуньхуа, ну и не только они, а по сути весь состав Госсовета КНР, но тем не менее Ху Чуньхуа, человек, который возглавляет американо-китайский диалог, выстраивает отношения с Соединенными Штатами, долгое время был губернатором провинции Гуандун, она сейчас основной бенефициар восстановления китайско-американских торговых отношений. Торговля выросла на 40%, с Соединенными Штатами вообще на 76% и так далее. То есть здесь вот ставка делается на эту администрацию. И в принципе администрация Си Цзиньпина четко понимает, что даже если Си Цзиньпин не начнет военную операцию на Тайване, в любом случае администрация Байдена будет наращивать санкционное давление, причем беспрецедентно. То есть мы знаем, что впервые член Политбюро, касающийся по вопросам уйгуров, Чен Чаньго, он попал в санкционный список по уйгурскому вопросу пару месяцев назад. А вот совсем недавно, вот сегодня происходят переговоры между Блинкеном, Госдеп США и, соответственно, министром иностранных дел и партийным министром иностранных дел Ян Цзечи. Так вот, уже подготовлен список на 24 китайских руководителей. Еще один член Политбюро, Ван Чень, это заместитель главы парламента китайского СНП, тоже попадет в этот санкционный список. Но если мы будем изучать санкционные списки США, мы скажем так, что, наверное, это беспрецедентно, потому что даже в период Тяньаньмэнь члены Политбюро не подвергались личному санкционному давлению. Это беспрецедентные санкции, говорят о беспрецедентном противостоянии между США и Китаем. Рвутся все связи, остаются только торгово-экономические, потому что мы уже говорили, что есть бенефициары как на той, так и на другой стороне. Следовательно, китайцы в любом случае будут объектами санкций. В первую очередь это будет группа Си Цзиньпина. Заметьте, что Ван Чень – это уроженец родной провинции для Си Цзиньпина. И, соответственно, удары будут наноситься по его окружению, чтобы создать давление на него. В этой ситуации для Си Цзиньпина очевидно, что если бы он организовал вторжение на Тайвань или не организовал вторжение на Тайвань, в любом случае его администрацию будут выдавливать и не позволят ему прийти на третий срок. Третий срок у него по новой конституции с 2018 года, тоже достаточно подробно написано в моей книге. Соответственно, в 2022 году это решение должно быть принято на 20-м съезде и закреплено в марте 2023 года. И, естественно, никто из комсомола, никто из проамериканской группы не хочет этого усиления Си Цзиньпина. И здесь очевидно, что фактор прихода администрации Байдена – беспрецедентное давление на Китай, на Си Цзиньпина лично, именно его назвали, соответственно, головорезом, это такое, объявили его руководителем геноцида, оно будет провоцировать Си Цзиньпина действовать уже как загнанного в угол, как обреченного, как человек, которого сожгли мосты. А я напомню, что Си Цзиньпин, в отличие от предыдущих всех генеральных секретарей, человек, который максимально тесно связан с армией, с Народно-освободительной армией Китая. И, конечно, он, во-первых, имеет воинское звание, он начал свою карьеру, его первый пост – это помощник министра обороны. В дальнейшем нет информации о том, что он покинул действующую военную службу государственную. Соответственно, он является военным. В 2009 году не только стал зампредседателя КНР, но и, очень важно, стал заместителем председателя Центрального военного комитета. То есть, эта армия его выдвинула с 2009 года, еще за 3 года до того, как он занял пост.
Все свои посты, в том числе государственные, партийные и военные, Си Цзиньпин получил одновременно, в отличие от того же Ху Цзиньтао, у которого очень острое противостояние с армейской группой. Ну, и понятно почему, потому что это комсомолец, а комсомол – это Тяньаньмэнь, это САРС, комсомол – это ковид, и это 2020 года локдауна. Это обстоятельство второй крупный фактор, который играет значительную роль в возможной операции Тайваня. Третий крупный фактор – это общая стратегическая обстановка. И демократическая, и республиканская партия США осознают, что Китай, если его не остановить, не сдержать, а его не сдержать обычными средствами, станет гегемоном Евразии. Автоматически это означает для США свертывание глобального американского проекта. То есть, если США теряет контроль над рынками Евразии, соответственно, теряет лидерство в мире и на ближайшие 50-100 лет не сможет его восстановить. И автоматически будет терять свои позиции в Европе и будет схлопываться до североамериканского или американского двух Америк проекта и рынка, соответственно. То есть здесь очень важный момент, что в любом случае линия на противостояние, как оранжевая революция, ее организация в Китае через, соответственно, негласную поддержку, уже если это дойдет до радикальных противоречий, уже гласную, открытую поддержку университетов, комсомольских организаций университетов, разных профсоюзов и так далее, либо на военное сдерживание, оно, очевидно, должно иметь место быть до 2030 года. Это реально результат штабных игр Пентагона, которые показывают, что к 2030 году Китай уже сможет противостоять США и выиграть оборонительную войну с Соединенными Штатами. Очень важный момент, который есть в противостоянии, роль Тайваня в оборонительной стратегии Китая. Когда на Тайване находятся или возможно к развертыванию американо-японские, корейские войска, это очень мощная угроза для всего прибрежного района Китайской Народной Республики. Под угрозу ставится провинция Гуандун, Фудзянь, Джидзян, Шанхай и провинция Цзянсу. То есть это примерно 40% всего ВВП Китая. Конечно, это неприемлемо для Китая ситуация. И наоборот, если Тайвань входит в состав Китайской Народной Республики, уже существует линия обороны, уже невозможно развернуть мощный контингент, базы, систему, каких-то ракет ближнего, среднего или дальнего, тем более зоны действия. Уже это южное подбрюшье Китая защищено, а у южных провинций нет соблазна заявить о своем суверенитете. А такой соблазн существует у южных провинций всегда, особенно когда экономический кризис может случиться. Более того, воссоединение с Тайванем носит значительную роль и в расширении геополитического влияния Китая. Тайваньский пролив – это по большому счету 100% экспорта и импорта Японии проходит через Тайваньский пролив. То есть большая часть торговли Японии не американского характера – это Тайваньский пролив. Контролируя Тайвань, Китай автоматически контролирует Японию и Южную Корею. То есть это важная геополитическая задача. Более того, затыкая пробку на Тайваньском проливе, Китай начинает контролировать и Южно-Китайское море, тоже частично, в гораздо большей степени. То есть это не просто оборонительная задача, но это оборонительно-наступательная задача, которая очень важна для китайцев, и не только с идеологической точки зрения, но и с геостратегической, геополитической точки зрения. Это еще один важный фактор. Третий важный фактор, который влияет на ситуацию, это возможный экономический кризис Китайской Народной Республики. Да, мы видим позитивную статистику. Китайцы молодцы, красивые, очень умеют рисовать красивую статистику, представлять картину в хорошем виде. Это искусство, которое у них есть в древности. Мы понимаем, что у всех стран экономика проседает, у Китая растет на 2%. Формально показатели зашкаливают, но за всей этой красивой картиной огромные финансовые вливания, несопоставимые с экономикой даже Соединенных Штатов, не говоря уже о Китайской Народной Республике. То есть, если грубым языком говорить, на поддержание американской экономики вливается $1 кредитных денег, китайцы вливают $2-3. То есть, несопоставимое количество ликвидности. Идет накачка кредитная.
И как следствие должен быть большой рост, но рост очень маленький, что говорит еще больше кризисных явлений. Мы видим дефолты корпораций, потенциальный дефолт хайнаньских авиалиний, это пятерка крупнейших авиаперевозчиков Китая, потенциальный дефолт корпорации Ваньда, об этом еще подробно пишу в своем телеграм-канале. Все это говорит о том, что капитаны китайского бизнеса, крупные предприниматели, они, в общем-то, не верят ни в какое восстановление и уже потихонечку начинают сворачиваться, акции проседают, растет, естественно, некоторые сферы диджитал, но в целом китайская экономика находится на грани коллапса. Тот фактор, который сломит и приведет к сдуванию биржи, да, соответственно, это сворачивание внешних рынков. Как только американский рынок пройдет пик накачки теми кредитными стимулами, которые сейчас попали в экономику после действий Байдена, это речь о $2 триллионов, к лету, к осени уже, соответственно, будет схлопывание, и это будет автоматическое схлопывание китайского рынка. И, к слову говоря, схлопывание китайского фондового рынка, о котором уже косвенно начали говорить власти, о котором я говорил в ноябре 2020 года, есть и социальные мощные последствия. В Китае огромное количество людей держит деньги в фондовом рынке. Это, по сути дела, весь средний класс. И если мы вернемся к фондовому рынку, его состоянию уже 5 лет назад, 6 лет назад, 2015 год, начало схлопывания фондового рынка в Китае, после его накачки очередной, что мы видим сразу же после начала падения фондового рынка в июне 2015 года, да, в июле это падение было зафиксировано после достижения максимумов, уже в августе целая волна антияпонских настроений в Китае. То есть падение уровня жизни, потери финансового населения, они провоцируют национализм. Да? Рост национализма, помню, 2015 год, демонстрации и около японских посольств, битые японские иномарки, огромная всекитайская акция протеста. То есть это не просто там кто-то, 5 пенсионеров вышло, соответственно, там на фейковую демонстрацию, это реально весь Китай был охвачен антияпонскими настроениями. Сейчас не 2015 год, мир испытал тяжелый шок. Все говорят уже о том, что экономика перезалита, долги перекредитованы во всем мире. Уже это общее мнение, это уже не мое только мнение, это общее мнение. Соответственно, естественно, что предполагать, что повторение ситуации случится. Случится огромные проблемы с трудоустройством молодежи, рост падения доходов, бесперспективность нахождения в городах, бывших трудовых мигрантов и так далее. То есть десятки миллионов китайцев постараются как-то, им дадут возможность выразить протест. Каким образом? Конечно, это будет рост националистических настроений, всплеск шовинистических настроений, пропаганды и так далее. То есть власть попытается, с одной стороны, со стороны Си Цзиньпина канализировать это на рост милитаристских настроений, возможно, Тайвань, да, станет такой причиной. А комсомольская группировка, соответственно, постарается канализировать это в оранжевое настроение, оранжевую революцию. И, соответственно, мы должны понимать, что по оценкам демографов, гендерный дисбаланс, его пик среди, соответственно, населения старше 18 лет, то есть среди молодежи, он будет максимальным в 2020-2021 годы. То есть вот на этот год происходит пик гендерного дисбаланса. Десятки миллионов, подчеркиваю, я не ошибся, десятки миллионов молодых китайцев, соответственно, они вообще будут не только без работы, но и без возможности создать семью. И пиком в этой демографической ситуации будет 2021 год. Вот это сейчас. Соответственно, этот четвертый крупный фактор, возможность избежать нагнетания, канализировать эти настроения негативные в отношении ситуации, которая сложилась в Китае. Отдельно можно другие ролики посмотреть по экономической ситуации. Она далеко не идеальная в Китае, она предкризисная. Соответственно, это можно будет канализировать летом, осенью, соответственно, 2021 года в поддержку операции на Тайване. Пятый крупный фактор, и, может быть, я ошибся, или шестой крупный фактор, это то, что действительно многие говорят, что Тайвань и Китай воевать не будут, потому что у них очень большой товарооборот. Товарооборот в целом, вся торговля Тайваня $600 миллиардов, достаточно большой показатель.
и 30%, 25-30% приходится на товарооборот с Китаем. То есть это порядка 200 миллиардов долларов, колоссальная величина, в 2 раза больше, чем товарооборот Российской Федерации и Китая, примерно 1/3 товарооборота США. Но в целом под товарооборота Китая с другими странами это 4 триллиона долларов, это порядка 5%. То есть, да, удар будет серьезный по экономике провинции Чжэцзян, Фудзянь и Гуандун. Но, в первую очередь, конечно, по провинции Фудзянь. Но провинция Фудзянь имеет тесные связи с Си Цзиньпином. Это одна из групп, которые его поддерживает. Очень широкое представительство получила в Китае. И это будет компенсировать непосредственно удар по экономике в случае военной операции. Отдельно нужно рассматривать внешнеполитические последствия. Возможно, США постарается... США, во-первых, не будет вмешиваться. Это 7-й крупный фактор. Потому что стратегия Демократической партии США и президентской программе – это отказ от прямых конфликтов. Это опора на союзников. Поэтому Соединенные Штаты будут вмешиваться в войну только через Японию, Корею и Филиппины, возможно, непосредственно саму тайваньскую армию. Но, тем не менее, прямой конфронтации с США, особенно в условиях роста китайско-американских торговых связей, США не будет. То есть, тот случай, когда администрация Байдена сама зависима от китайско-американской торговли, и это развязывает руки Си Цзиньпину. Он понимает, что полное торговое эмбарго не будет введено на период китайско-тайваньской воссоединения с Тайванем. Да? Косвенного противостояния с США эмбарго вводиться не будет. Соответственно, Си Цзиньпин понимает, что экономические последствия – это просто разрушение частично товарооборота с Тайванем. А в случае его присоединения разрушения с товарооборотом не будет. То есть будет наоборот рост товарооборота. Многие говорят о том, что на Тайване находится очень большое количество производителей микрочипов китайских, тайваньских, которые, естественно, экспортируются в Китай. Ничего страшного. Мы видим опыт украинских взаимоотношений России и Украины показывает, что да, технологические цепи могут рваться, но они быстро замещаются. И рядом стоит Япония и Корея, которые по тем же причинам, характер будет войны гибридный, они не будут разрывать эти цепочки, поставляться микрочипы будут. Единственные микрочипы, которые не будут поставляться, это микрочипы, скажем так, военного предназначения. Но я думаю, что Китай способен в ближайшее время этот вопрос решить. Это еще одна из крупных причин, почему, соответственно, операция может произойти. Причина меньшего характера, но тоже немаловажная, это то, что сам Си Цзиньпин 17 лет находился в провинции Фудзянь, которая является форпостом для нападения на Тайвань или поддержки прокитайских сил. Можно так назвать этот термин. Да, такая вежливая поддержка, вежливая война. Непосредственно руководил городом Сямэнь. Это, по сути дела, второй по величине, а можно сказать и первый по величине экономический и политический центр провинции. Имеет тесные связи с субэтносом Миннань, который находится и на Фудзяне, и в Тайване. В принципе, я думаю, что и Миннань частично тоже поддержит Си Цзиньпина на Тайване, когда будет происходить эта операция. Непосредственно Си Цзиньпин являлся и руководителем, политическим руководителем армейской группировки, расположенной в Фудзяне. Сам руководил этой провинцией в качестве партийного руководителя. То есть человек не понаслышке, почти 20 лет знает вопросы о либо обороне Фудзяне от вторжения американских сил, либо, что скорее более вероятно, о начале военных действий или поддержке прокитайских сил на Тайване. То есть это человек, который лично знает и может спланировать эту операцию, и это человек, который знает эту ситуацию гораздо ближе и лучше, чем какой-либо российский руководитель знает ситуацию в Крыму. То есть вот это все равно, чтобы первое лицо в России долгое время руководило Ростовской областью в течение 20 лет. И, соответственно, не понаслышке бы знала, какие отношения у Крыма с соседними регионами Российской Федерации. Ну и не только.
Это важное дополнение, и вернемся к характеру гибридной войны. Это еще небольшой фактор, не решающий, но тоже важный. Дело в том, что если мы будем изучать опыт мировых гибридных войн, то мы придем к выводу, что у Китая самый большой опыт ведения непрямых боевых действий. Что, например, Корейская война – это полноценная гибридная война с участием нескольких миллионов китайцев, которые китайцы вели, не имея современных средств связи, мессенджеров, спутниковой связи и так далее. Сейчас у Китая это все есть. Кстати говоря, Китай закончил формирование спутниковой группировки Бэйдоу в июне 2020 года. И, в принципе, если его отключат от GPS и прочего, он способен в любой точке мира воевать и наносить удары высокоточным оружием, ракетной техникой и другими видами вооружений. Соответственно, это тоже важная причина, что гибридная война, поддержка национальной партии, о которой я уже говорил, она возможна. То есть референдум и так далее, признание международного сообществом, все это возможно. Ну и, кстати говоря, если мы говорим о международном сообществе, последний визит официальной китайской делегации в Крым, он очень ярко говорит о том, что Китай готов к тому, что признать Крым в случае военной операции на Тайване и попросить взамен поддержку России на мировой арене с точки зрения признания присоединения Тайваня, воссоединения с Китайской Народной Республикой правомочным действием в Совете Безопасности ООН и признать его частью Китайской Народной Республики Тайвань. То есть, конечно, Российская Федерация всегда стояла на позиции одного Китая, никогда не признавала Тайвань как государство, ну, за исключением тех времен Советского Союза, когда Тайвань находился в Совете Безопасности. И, конечно, Россия будет очень воодушевлена, если Китай будет первым государством, крупным из великих держав, членом Совета Безопасности, признавшим Крым частью российской территории. Это автоматически приведет к изменению всего мирового порядка. То есть это вполне правомочное, как мне кажется, и вообще реальное с точки зрения, если это предполагать, действие, это, скорее всего, будет. То есть вот эти факторы, которые есть действительно на Тайване, и не последним фактором, последним в описании, но не последним по сути, является мощь, возросшая мощь китайских вооруженных сил и флота. То есть, во-первых, китайцы создали мощный флот транспортной авиации. У них раньше этого не было, теперь у них это есть. То есть, они готовы к крупной десантной операции не только на Тайване, в любой точке мира, но в целом на Тайвань точно они готовы произвести крупную десантную операцию. В Китае создан десантный флот огромный. Китай регулярно проводит учения военно-морского флота и имеет уже третий строящийся авианосец. То есть это говорит о том, что в принципе флот Тайваня, даже если часть тайваньской армии во время гибридной операции начнет сопротивляться, она будет подавлена силами ВМС НОАК. Это очевидно, это на повестке дня, и мы понимаем, что в целом Китай также имеет и целый гибридный флот рыбаков. То есть это граждане Китая, у которых есть какое-то огнестрельное, холодное оружие, они обучены навыкам рукопашного боя, другим навыкам, которые позволят им участвовать в десантной операции. То есть они фактически готовы будут создать вокруг Тайваня определенный дополнительный такой парамилитарный какой-то удар со стороны, окружив Тайвань, либо с какой-то стороны, подойдя к каким-то портам Тайваня. Да? Где начнется эта высадка и так далее, это вопрос дискуссионный. Сразу же ли китайцы займут весь Тайвань, тоже вопрос дискуссионный. Но то, что ситуация благодаря вот этим, или по причине этих факторов движется к реальной операции, это очевидно. И факторами, которые будут содействовать, чем больше будет рост экономического кризиса, давление на администрацию Цзиньпина и так далее, усиление взаимоотношений с Российской Федерацией, возможное принятие Китая в ОДКБ и так далее, создание военного союза, все это будет провоцировать Китай на тайваньскую операцию, которая даст Си Цзиньпину мощный патриотический подъем, то есть вековая цель существования Компартии будет выполнена до 2024 года. Соответственно, до 2022 года.
когда Си Цзиньпин будет переизбран на пост генсека и, скорее всего, в 2023 году на пост председателя КНР, это даст ему мощную поддержку патриотических сил, которые позволят ему проскочить через вот этот вот мощный кризис, который все равно неизбежно, скорее всего, неизбежно охватит не только Китай, но, в принципе, всю планету. Именно фондовый рынок, обрушение и так далее. То есть это вот позволит ему удержаться. Спасибо большое. Может быть, я что-то упустил из факторов, которые влияют на эту операцию. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям, распространяйте в любых сетях это видео. Подписывайтесь на телеграм-канал, становитесь спонсором, поддерживайте канал, это очень приятно. И напоминаю, что вышла моя вторая книга, достаточно большой такой труд, 600, почти 700 страниц. Можно приобрести по ссылке ниже. Спасибо большое.